Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами делимся порцией актуальной информации на 25 сентября. Поговорим о том, что нас сегодня ждет по народному календарю, какой сегодня народный праздник, что можно, что нельзя делать. И, конечно же, уделим внимание лунному календарю. Обязательно досмотрите это видео до конца, и вы будете знать много полезной, важной и нужной информации на этот волшебный день. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Итак, сегодня 25 сентября, это Змеиный день, Артамон-Змеевик назывался этот день, день Артанома. А вот согласно церковному календарю, верующие в эту дату вспоминают священномученика Автонома Италийского. В народе 25 сентября по традиции народного календаря отмечают День Артамона Змеевика, названного так потому, что, согласно поверью, сегодня все змеи в лесу уползают, чтобы подготовиться к зимнему сну. Поэтому и нельзя в этот день ходить в лес и в поле, чтобы не пострадать от укуса змеи. Кроме того, считалось, что вместе со змеями уходят готовиться к зиме и дикие звери. Начиная со Змеиного дня, их все реже и реже вы сможете встретить в лесу. Однако эти народные приметы охотников не останавливали. У них с 25 сентября начинался сезон охоты на волка, зайца и лису. Но перед тем, как отправляться в лес, они проводили особые ритуалы, заговаривая свои высокие сапоги, которые защищали ноги от змей. В обувь обязательно клали веточку Вероники и читали определенные слова от укусов змей. Брали с собой и ветку ясеня, смачивали в ясеневом отваре платок, носили на нательном кресте Марьин корень. Все эти средства действовали пугающе на змей. А особенной удачей и хорошей приметой сегодня было подстрелить именно зайца. Это означало, что уйдет человек-охотник с полным мешком дичи. Если в лесу встречались со змеей, нужно было шагнуть правой ногой и встать, как вкопанный, трижды поклониться земле, сказав такие слова: «Господи, спаси, от гада ползущего защити». После 3 раза сплюнуть через левое плечо. На болото 25 сентября тоже не ходили, поскольку боялись встретить Василиска, злобного духа, который заводил странников в непроходимую чащу или топь на верную погибель. Ему подчинялись змеи, которые по его приказу могли укусить понравившуюся ему девушку, чтобы после принести ее в обитель Василиска. Колдуны в день Артамона предлагали лечебные средства на основе змеиного яда, но народ знал, что 25 сентября они обладают убийственной силой, поэтому покупки откладывали на потом. В этот день было принято молиться святому Автоному, чтобы он защитил от змеиного укуса, а если вдруг такое произойдет, то не дал умереть. Девушки, которые хотели приворожить к себе парня, 25 сентября искали заячий хвостик или же покупали его у охотников. Потом спали с этим хвостиком в течение 3 ночей в обнимку. После его подкидывали жениху в дом. Считалось, что после такого ритуала парень на всю жизнь влюбится в девушку.
По народным поверьям, 25 сентября, в день Артамона Змеевика, ни в коем случае нельзя было ходить в лес. Дело в том, что по народным приметам в этот день все змеи и дикие звери начинают готовиться к зимнему сну, и поэтому их нельзя было тревожить. Если же ослушаться данного запрета, то можно навлечь на себя большие беды, страшные болячки, горести и проблемы. Старики говорят, что охотники же и вовсе могут 25 сентября встретить в лесу Василиска. Это такое чудище, которое способно через змеиный укус влиять на человеческое тело. Однако увидеть 25 сентября змею была хорошая примета, которая сулила и богатство, и счастье. В день Артамона Змеевика нельзя было ломать рябиновые ветки. Это считался плохой знак, предупреждающий о семейном несчастье. Если же случайно поломалась ветка рябины, надо попросить у дерева прощения и принести ее домой. Не рекомендуется 25 сентября делиться своим хлебом, иначе в будущем придется влачить скудное существование. Кстати, нередко колдуны и ведьмы специально приходили в день Артамона Змеевика за хлебом, притворяясь нищими или бедными, чтобы навлечь на человека голод. Наши предки верили, что 25 сентября нельзя лечиться змеиным ядом, поскольку даже опытный врачеватель может не рассчитать лечебную пропорцию и отравить человека. Девушкам и женщинам в Артамонов день нельзя умываться обычной водой, иначе потеряете свою красоту. Надо заранее налить водичку, желательно набранную в водоеме, в банку и положить на всю ночь туда освященный крестик. Утром прочитать над водой молитву «Отче наш» и трижды перекреститься, потом умыться и утереться собственным подолом. После такого умывания кожа станет молодой, бархатной, разгладятся морщинки и исчезнут синяки под глазами. А если вы в этот день во сне увидели, что вас сильно травмировали, то вам необходимо обязательно обзавестись талисманом в форме ладони. Он поможет вам избежать больших нагрузок, причем как физических, так и психологических. Людям, рожденным в эту дату, следует носить украшения из александрита, так как именно этот минерал имеет сильнейшую энергетику и наделяет своего обладателя способностью противостоять любым жизненным невзгодам. Далее, друзья, мы с вами поговорим о лунном календаре на 25 сентября 2021 года. Убывающая, друзья, у нас Луна, и Луна находится в знаке зодиака Телец. И, соответственно, это влияет на наши чувства, делая их глубокими и реальными. Наше мышление в эти дни становится рациональным и конкретным. И, кстати, происходящие события дадут вам возможность трезво оценить свою жизнь и осознать, что можно изменить в вашей жизни к лучшему. Вы можете узнать много нового о себе, что позволит улучшить ваш характер. Вы знаете, убывающая Луна в Тельце – это все-таки день такой вот противоречивый. Здесь главное не поддаваться на чужие махинации и трезво оценивать действительность. Не теряйте контроль и бдительность. В идеале останьтесь дома и посвятите время себе. Как пройдет этот день, зависит только от вас. В это время, пожалуйста, завершайте начатые дела, потому что наступает время снижения активности, проявляется усталость, заторможенность. Это время подверженности болезням, поэтому также сегодня старайтесь следить за своим здоровьем и не подвергайте себя риску заболеть. Болезни в это время вылечиваются с трудом. Повышается и травмоопасность. Хорошо в третью четверть фазы путешествовать или найти себе интеллектуальное занятие.
Также неплохо было бы и в эти лунные дни очистить организм и свой дом от ненужного хлама, чтобы освободить жизненное пространство. Выбросьте или раздайте все лишнее. Откажитесь от вредных привычек, избавьтесь от балласта, от ненужных негативных отношений и эмоций. Нужно закрывать старые проекты или работать над ними, но нельзя начинать новые. Также не стоит увлекаться и чрезмерными физическими нагрузками. Если у вас есть необходимость в хирургических вмешательствах, это благоприятное время. Вы можете посидеть на диете, а также время отдавать долги. В это время дети наиболее восприимчивы к воспитательным мерам и более спокойнее. У пожилых людей могут участиться головные боли. Обращаем ваше внимание, что воздух в этот день заряжен отрицательной энергией, поэтому этот день еще считают колдовским или дьявольским. Поэтому именно сегодня можно легко поддаться на искушение, которое приведет к несчастью. В мрачный день люди оказывают плохое влияние на окружающих, поэтому обязательно сегодня избегайте тех, кто принял алкоголь или наркотики. Лучше сегодня экономить силы, проведя время в одиночестве. Нормально чувствовать себя в этот день вам будет тоскливо и даже, возможно, быть какая-то тяжесть на душе. Что же касательно работы и бизнеса, то посвятите этот день обычным рутинным делам. Не начинайте никаких новых проектов. Серьезными финансовыми вопросами лучше сегодня не заниматься, как и недвижимостью. С коллегами надо быть предельно вежливыми. Можете общаться с начальством, но только по рабочим вопросам. Командировка, начатая сегодня, пройдет хорошо, но лучше, если вы поедете в одиночку. Работники научной сферы и творческие натуры могут работать над любыми проектами. Как мы уже сказали, сейчас убывающая луна, и она проходит через знак зодиака Телец и вызывает у нас умиротворение и расслабленность. Иногда человек может испытывать озабоченность финансовым положением дел. В этот период люди в основном медлительны и расслаблены, но при этом еще и упрямы, флегматичны и слегка тугодумны. Их не просто заставить совершить какое-либо действие. Дни, когда спутник расположен в данном знаке зодиака, способствуют получению выгоды и прибыли. Это время, когда рекомендуют совершать крупные вложения, чтобы в перспективе получить выгоду. Когда Луна находится у нас в созвездии Тельца, удачными будут сделки по сдаче недвижимости в аренду. Сегодня вы можете заниматься ремонтом, налаживать отношения в коллективе. Но сегодня стоит избегать лени и бездействия, простоя на одном месте. И сегодня у нас 25 сентября суббота, а суббота управляется планетами Сатурн и Прозерпина. Как правило, этот день посвящен домашним делам, и это не просто так. Дело в том, что планета Сатурн связана именно с домом, ремонтом, строительством. Поэтому суббота – это самый оптимальный день для начала капитального и долгосрочного. Что же касается изменений в доме, то это может быть и строительство, ремонт, и даже закладка фундамента. Начало серьезных дел в этот день пройдет максимально позитивно и конструктивно. Друзья, вот такой у нас с вами день 25 сентября 2021 года. Все-таки суббота, отдыхайте, набирайтесь сил, нас ждет следующая прекрасная и плодотворная неделя.